Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Ну что, сегодня наша долгожданная блуза. Вы увидели эту блузу на мне, и по вашим многочисленным просьбам, в ваших комментариях и по моим многочисленным обещаниям я наконец-таки добралась до этой блузы. И вот сегодня делаю обзор. Она легла в основу нашего знаменитого свингера, пальто свингер. Блуза, которая была вторым вариантом на пути к пальто. Поверьте, эти три варианта, они заслуживают вашего внимания. Сегодня мы рассмотрим третий вариант. А второй вариант – это вот эта блуза, которая на мне. И эта блуза сшита по тому же принципу. Принцип пересечения двух цилиндрических форм, которые и дают в сопряжении вот этот вот наш чудесный овал. Эта блуза очень проста в изготовлении, очень удобная, классная, эффектная и нравится мне, нравится моим клиентам. Эта модель, она подходит для ткани эластичный трикотаж. Трикотаж, который с высоким коэффициентом растяжения. Он тянется как по утку, так и по основе. Ввиду того, что очень эластичный должен быть материал использоваться в этом фасоне, соответственно, и простой крой. Сейчас вы в этом убедитесь. Это линия нашего овала, которая легла по пройме. Вот в эту линию входит пройма и прошла по нашей спинке. Сюда, в эту линию, вошли центр нашего хомута, нашей стойки. Он двойной. Вот он двойной, и нижняя часть его фиксируется в этом нашем овале. Вот эта часть, второй слой, он входит в наш овал. И нижняя часть, вот здесь как раз проходит шов по центру спины. Здесь есть шов, это низ нашего рукава. Вот этот шов, он приходит, опять же, входит в наш овал. Ну и рукавчики вшиваются в манжет. Манжет двойной. У нас нет ни выточек, ни боковых швов. Здесь у нас только один шов по центру спины. Так, я снимаю с манекена нашу блузу, и мы переходим на стол. Вы видите, что деталь переда и спинки – это прямоугольник, это труба, ровный прямоугольник. Мы замеряем его ширину, и в ширине у нас 36 сантиметров. То есть если мы умножим 36 на 2, у нас получается 72 сантиметра. Объем талии, объем бедер 72 сантиметра. Вы спросите, а как же это так? Это трикотаж, поэтому выкройка в минусе. У меня объем талии 96, объем бедер 110. В данном случае здесь объем что талии, что бедер 72. Но эта же блуза прекрасно садится как на меня, так и на мою дочь, у которой размер 44. Поэтому здесь основа, она уникальна. Она именно под эластичный трикотаж. Схема универсальная под многие размеры, но если у вас явные перегибы, там, слишком перегибистая спинка, тонкая талия или широкие бедра, то вот эти нюансы и корректировки, адаптация моей схемы под эту фигуру я расскажу в конце. Так, приступим. Наша ширина, объемы 72 сантиметра. Вот смотрите внимательно, как делается лекало на мою блузу. Значит, мы берем 72 сантиметра. Это будет ось, которая проходит по переду. Так,
А здесь по вертикали я делю на 3 равные части. А здесь мы делим на 4 равные части. Соответственно, вот здесь у нас 36 сантиметров, 36 сантиметров, 18, 18, 18, 18. Общая 72. Эти размеры 26, 26, 26. Это верх нашей блузы, это низ нашей блузы. Вот здесь вот это перед, это спинка. Вот выкройка будет иметь вот такой вид. Опять же 26, 26. Вот эта часть делится на 2 и образует наш хомут. Вот верхняя часть, она соединяется вот в этом участке с нашей горловиной и зашивается. Вот, то есть вот моя простая выкройка. Это перед, это спинка. Сейчас я вам покажу. Перед будет выглядеть вот так, а спинка будет выглядеть вот так. Значит, это перед, это спинка. Здесь 26, 26, 26. Вот этот размер, это 36, 36. То есть вот это уже в сложенном виде. Вот мой перед, вот моя спинка. Я приготовила вот здесь моя выкройка. Вот она. Здесь ширина 1 к 1. Вот здесь 36 сантиметров. И вот это вот половинка овала спинки. Это перед, это 2 участка спинки. Вот мы их соединяем и наши швы. Теперь следующая часть, это рукава. Опять же, наши 36 сантиметров. Вот эти вот ширина переда и спинки. Это будет ширина нашего овала. А рукав, он получается труба, состоящая из 26 сантиметров и 26 сантиметров. То есть рукав мой, общая ширина 52 сантиметра. Одна часть рукава этой трубы это спинка, а другая часть этой трубы это мой овал. Вот выкройка наших рукавов. Точки А и Б. И соответственно с этой стороны я вот ставлю А и Б. То есть когда труба складывается, вот мои рукава. Это вид со спины, это вид спереда. Вот здесь, вот внизу, я соединяю точки, это низ, это плечи. Здесь наш рукав, вот он соединяется до вот этих вот участков, участок спины. Вот моя выкройка, на ней вот точки А и Б. И я в дальнейшем их соединяю. Вот. Это низ рукавов. Вот он приходит в эту точку А и Б и переходит в нашу спинку. Место сопряжения. Если у вас особенности в фигуре, у вас, допустим, большие бедра, или же трикотаж немножко не такой эластичный, как у меня. Что мы делаем? Мы можем вот этот вот наш шов убираем и делаем швы вот здесь. Вот как раз это будет места наших выточек, к которым мы привыкли.
И, соответственно, вот шов приходит наш рукав вот как раз к этой точке и продолжается по этому шву. И вы уже под себя, под свою фигуру рисуете свои бедра, добавляете по спинке вот это вот место вашего перегиба. Потому что, естественно, если мы будем добавлять только по одному заднему шву, то это проблему не решит. Поэтому вы, соответственно, ваша выкройка может измениться. У вас появится средний участок, то есть у вас уже не будет здесь шва, а появится индивидуальная выкройка, то есть у вас уже появится, допустим, средняя часть спинки. Вот такой вид. И, соответственно, уже вот эти вот наши бока, вот они немножко видоизменятся. Поэтому это мы по ходу дела вносим корректировки. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Вот наши буквы А и Б. И вот здесь на спинке у нас внизу вот тоже эти буквы А и Б. То есть в дальнейшем они у нас должны совпасть. В 3 местах мы стыкуем, и наша конструкция таким образом соединяется. Но вот если вы, допустим, вносите корректировки, как я вам показала на своей выкройке, выкройка может немножко измениться. Не прямая вот до конца, а может сразу быть вот такая. Вот наши точки А, Б, А, Б. Тогда, соответственно, по спинке мы уменьшаем вот эту часть. Вот мы ее не делаем, потому что добавляем вот этот участок. То есть моя схема, она уже может перерабатываться вами конкретно под себя. И уже в этой схеме у нас не будет на спинке, вот вы видите, вот этого шва не будет, а будет 2 шва как продолжение вот этой вот линии. Поэтому это уже трансформация выкройки в процессе. Так, в процессе анализа этой выкройки под себя, конкретно под особенности своей фигуры. Далее мы продолжаем. Вот здесь у меня получается размер 52, рукав, ширина. Вот вы видите нашу спинку. А вот это вот длина рукава, вот длина рукава до манжета, конкретно на моей блузе, вот эта длина 40 сантиметров. То есть вот здесь длина наша 36 сантиметров. 36 сантиметров. Это вот. Вы видите, что вот здесь овал 26 по высоте и 36 по длине. Вот он наш овал. И, соответственно, этот овал на рукаве тоже 26 по высоте и 36 по длине. Наш рукав мы можем вот от вот этих мест, мы можем его заузить. Мы можем его заузить и можем его продлить, потому что если мы сложим эти длины, у нас получится 1,16 м, а ширина ткани ну, 1,40 м, 1,5 м. Поэтому вы можете сделать рукавчик длинный на всю ширину ткани. То есть если вы не хотите, допустим, так как у меня со сборкой на манжете, вы можете эту выкройку немножко изменить, делать его заужающимся. Это опять же индивидуально от вашего желания. Верх – это зона, где наш воротник хомут. Мы намечаем ось. Но опять же, здесь может быть еще и длиннее. Вы захотите больше хомут, можно сделать и 30 сантиметров. Можно вообще эту часть сделать капюшоном, как вы захотите. То есть тут уже индивидуально. Ну, конкретно вот моя блузка,
вот это 26 сантиметров я разделила на 2, получилось 13 сантиметров высота моей стойки хомута. И вот я сейчас показываю, вот эта вот часть, вот отворот, он начинает фиксироваться вот здесь в плечевой части, вот в плечевой зоне, фиксироваться, заходить в наш овал, в стойку. Вот единым швом, оверлоком сшита наша горловина с хомутом и зафиксирован второй слой. То есть он держится, не выворачивается. Теперь, то есть вы увидели трансформация под фигуру в случае, если у вас большие бедра, или вы захотели вот сделать рельеф сзади по спинке выточки и не делать средний шов. Возможно, вы можете сделать этот разрез. Наша модель, вот эта блуза, она прекрасно смотрится и в платье. То есть вы можете запросто вот эту нашу трубу, то есть если мы сейчас сделаем вид сбоку, вот эта линия сгиба, перед линия сгиб. А это наша спинка, вот спинка шов. Если мы, допустим, удлиняем и делаем платье, что тоже возможно сделать и будет прекрасно смотреться, вот, то, соответственно, длина здесь будет уже не 26, а будет уже варьироваться, как вы захотите. Можно сделать на худеньких девочек заужение сзади, и это будет зауженный карандаш. Или же, допустим, как я себе, допустим, бы делала, я бы сделала наоборот расширение и сделала бы платье в пол летнее, такое трикотажное, чтобы у меня не был затянут низ, не были затянуты бедра. Вот прямо на всю ширину ткани я бы это сделала. В этом фасоне, если вы хотите летний вариант такого платья, не обязательно рукава. То есть рукава вообще нам не нужны. У нас получается вот это все держится на нашей стойке хомуте и голая спинка. То есть вид, сейчас я вам покажу. И вот здесь вид со спины наше платье. В данном случае, допустим, можно вот в эту часть, можно оставлять ее голенькой спинку, а можно в этот участок, допустим, вшить красивое кружево. Или же из среднего шва нашего хомута сделать такую систему шнурочков, бретелечек, которые будут фиксировать и держать наш вот этот вот низ изделия. Да, это вот вы видите ручки фигура, а это наше платье. Или же платье, вот такое платье. То есть в зависимости уже от ваших предпочтений, на что вы вдохновитесь. Модель, в принципе, она, мы в ателье делали различные варианты летом, и с кружевными спинками, и с маленькими рукавчиками, вот буквально совсем небольшие такие рукавчики. То есть вариаций множество. Главное, что вот эту часть, если вы, допустим, делаете без рукавов, то вы можете подобрать, то есть мало ли, опять же, индивидуально особенности фигуры, вот здесь вам захочется забрать, или можно это все в этом шве отрегулировать. Или же мы делали таким образом, тоже очень было правильно. Линия сгиба нашего хомута, наши 13 сантиметров, овал, и вот эти 13 сантиметров, и вот здесь я дублировала вторым слоем, так, чтобы у меня сразу обработать вот эту нашу пройму
наш овал. И это было вторым слоем в районе бюста. И в нижнюю часть вот сюда вот я вставляла резиночку. К нижнему слою я фиксировала чашечку. Благодаря второму слою он является как подкладочка, подкрой, обработка одновременно вот этого нашего овала, и очень аккуратно смотрится наша грудь, наш бюстик. Также вот здесь, вот в этой части, вот здесь можно вставить широкую резиночку, чтобы оно не провисало, чтобы оно фиксировало наше изделие по спинке. Так. То есть это прекрасный летний вариант, как с голой спиной, так и этот участок можно продублировать кружевом. Тоже будет замечательно. Как расширенный вариант, такой свободный, в стиле бохо, в пол, так и зауженный карандашик. Опять же, в зависимости от вашей фигуры. То есть моя дочь, она любит все зауженное, короткое. В этом варианте вот здесь у меня сгиб вот по переду ткани, а здесь шов. Но, а вот это вот наша линия ворот-перегиб, сгиб. Но возможно сделать вариант, когда сгиб будет проходить по спинке, а шов по переду. Наши рукавчики, вот здесь эта дырочка вырезается, и здесь в передней части, вот здесь вот наш сгиб, вот эта часть зашивается и получается капюшон, а здесь в районе груди мы, допустим, можем сделать или шнуровку, или змейку, или зашить, и у вас получится вот такой вот вариант, такой, опять же, платье с капюшоном, а сгиб по спинке, а шов по переду. То есть настолько различные могут быть варианты изделий, и блуза, и длинное платье, вот опять по переду шов, может быть разрез высокий, если платье в пол. Сзади, соответственно, нет шва. Вот я пишу сгиб. То есть это варианты платьев. Конечно же, может быть с рукавчиком, может быть без. То есть вот в этот овал вы пришиваете трубу с рукавами, у вас получается изделие с рукавами. Но так как впереди лето, можно себе наделать таких кофточек, туничек, платьиц по моей уникальной выкройке. Сейчас у вас есть возможность крупным планом посмотреть на мою главную схему. Вот эта схема переда и спинки моей блузы и нашего рукава. Вот наш рукав. То есть здесь размеры, ширина, овал, точки, вот АБ, АБ. То есть все это вот понятно по схеме. Наш овал, хомут, низ. Можно здесь меньше, больше. Платье, кофта. С рукавом, без рукава. Но вот это то, что лежит в основе. Я подобрала ткани как пример тканей, которые могут подойти к этому фасону моей блузы, платья, сарафана. Ну вот, к примеру, трикотаж такой принтованный, тропический. Пожалуй, я сама вот в процессе видео вдохновилась на такой летнюю модель длинного сарафана с кружевной спинкой, может быть с хомутом, может быть с капюшоном. Я люблю капюшоны, вот скорее всего вот этот вот трикотажик, он прекрасно пойдет на такую модель. Вот еще, допустим, однотонная ткань, шелковистый трикотаж. Но здесь явно натуральная основа, потому что уж очень он весь в изломчиках. Вот вы видите, как ткань тянется. Вот она немного, ткань держит все-таки основа не так растяжима, как предыдущая. Но эта ткань тоже прекрасно подойдет по эластичности к моему фасону.
Так, ну вот подобная ткань, это так называемое масло трикотаж, вот из которого шьют гольфики, тоже как вариант. Может быть ткани, вот это как вязочка такая трикотажная. Вот она, видите, как вообще отлично тянется. Долевая она пружинит, но она, в общем-то, держит форму. Но нам это тоже подходит. Главное, вы видите, как тут растяжение двойное, поэтому здесь моя выкройка прекрасно поместится, пройдет вот для таких тканей. Вот сеточка. У меня из этой сеточки делалась блуза сиреневая. Вот она, видите, тоже как хорошо растягивается, эластичная. Блуза была двойная из этой сетки. Я показывала ее в своем видео. И там, кстати, тоже выкройка уникальная, которая рассчитана на эластичные ткани. Вы сможете посмотреть по ссылочке мое видео. Эта блузочка, она заинтересовала многих, было много вопросов по ней. Так вот, опять же, все задавали вопросы: а у меня такие бедра, у меня такая грудь. Здесь выкройка-то под подобные эластичные ткани. А уж если вы там что-то со своими тканями, со своими бедрами, тогда, пожалуйста, вносите корректировки, так как я вам рассказывала и показывала. Важно анализировать любую идею и серьезно подходить, делать макеты, смотреть на макете. То есть это целая работа. Так, ну что, на сегодня мой мастер-класс подходит к концу. Надеюсь, вам мое видео понравилось. Вы взяли для себя много полезного. Ваш гардероб пополнится моими вариантами. Это будет не только кофточка, но, наверное, еще и платье, и сарафан. А впереди у нас еще много интересного, много новых моих вариантов. Поэтому всего вам доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. До новых встреч на канале Мода с Владанной.